Доброго времени, и хочу поделиться с вами сегодняшней встречей. Это как руническая биоэнергетика может помочь человеку. Ну, в первую очередь, само название, которое мне пришло, вот я все время думал, как привлечь, ну, не буду лукавить, как привлечь народ относительно рунической биоэнергетики. В общем-то, всем понятна рунистика, и биоэнергетика, а тут такое сочетание, руническая биоэнергетика. Я вот задумался, а как действительно я могу помочь людям, вот продвигая, будем говорить, одно из направлений в магическом искусстве. И созрела вот такая вот на одном дыхании название, и вдохновился вебинаром. Решил поделиться, и, естественно, я надеюсь, что я все-таки привлеку людей к этой теме, и она будет, действительно может помочь людям соединить несоединимое, а в конечном итоге даст результат понимания и лучшей коммуникации. Мы сегодня рассмотрим на вебинаре, ну, такие вот скромные темы. Я в презентации давал эти названия, я их разбил на тематику и подготовился. Что такое руническая биоэнергетика? Вот мы разберем, что я понимаю под рунической биоэнергетикой. Хотя, может быть, тут ничего нету такого сложного, чтобы там что-то понимать. Но, тем не менее, попробуем разобраться. Следующая тема, для чего и зачем она нужна. То есть, какие цели преследую, продвигая руническую биоэнергетику как подраздел магии, я бы так назвал. Следующая тема, как разобраться и помочь себе и другим. Ну, естественно, в аспекте рунической биоэнергетики. Почему руническая магия и биоэнергетика должны взаимодействовать? Естественно, это будет субъективное мнение, субъективное видение. Надеюсь, что по окончанию вебинара, презентации вы сможете разделить мое видение на это направление. Почему в рунистике надо обучаться? Затронем эту тему. В принципе, тема довольно риторическая. Но, наверное, я открою и немножко эту тему, так, чтобы лучше как бы понимать. Во всяком случае, открою свое понимание, свое видение. Следующую тему – это почему множество рунических формул может не работать. То есть почему ставы или вязи, или гардель-ставы, или другие вещи, которые наполнены интернетом или в свободном доступе, почему они могут не работать. Разберем это на небольших примерах. Рассмотрим еще такой аспект, который, может быть, повторяется, но взгляд со стороны, взгляд с другого ракурса. Биоэнергетика – это магия или целительство. Тоже посмотрим на эти вещи. 5 ошибочных мнений относительно биоэнергетики. Ну, во всяком случае, их может быть и не 5, а может быть больше. Может быть, я вам ничего нового не расскажу об этом, но я собрал 5. Возможно, они со временем пополнятся, потому что по поводу биоэнергетики я заметил, что очень много таких ошибочных мнений или, я бы сказал, не просто ошибочных, а какие-то вот как заблуждения, что ли, вот в какой-то степени. Расскажу свои наблюдения о 12 заблуждениях относительно рунической магии. Опять же, исходя из своего опыта, своего понимания. Ну и в конце вебинара все, кто останется до конца, ждет сюрприз, подарок. Ну, естественно, если кто-то подключится, это будет зачет, что он все равно участвует в вебинаре и все равно получит подарок. Руническая вязь на привлечение удач. Конечно, сразу скажу, может быть, сейчас кто-то скажет, да ну, на привлечение удачу я как бы дам ее, да, ну все, сейчас мы удача будет там в лотерее или еще чего-нибудь.
я сразу вас расстрою относительно там лотереи или еще чего-нибудь, такого навряд ли получится. Но вот для того, чтобы понимать, что такое удача, нужно хотя бы дать формулировку. Мы в конце немножко поговорим, что такое понятие удачи, и, наверное, будет лучше понимание в плане, зачем эта вязь и как она вам может помочь. Ну что, поехали. Что такое руническая биоэнергетика? Когда я начал работать с рунами, еще до этого я увлекался увлекался биоэнергетикой, изучал тонкие поля, естественно, по так называемым восточным всем определениям. До сих пор не могу выучить энергетические центры, называемые чакры, на санскрите, как они звучат, как их принято. Ну, я не ставил цели их запоминать, потому что для меня было в первую очередь интересна именно энергетика, в первую очередь. А вот энергетика биополя, то есть то, что есть в человеке, это меня очень сильно увлекло. То есть я был увлечен так называемой энергетикой человека. Естественно, все, что можно было пересчитать по биоэнергетике, оказывается, открою вам страшную тайну, по биоэнергетике очень мало системной толковой литературы. То есть есть эта информация, но она какая-то, знаете, вроде бы об одном и том же, но каждый по-своему и по-разному. И получается, что толковой литературы по энергетике нету. И инструментов, которые там, рамки или еще что-то, вот как-то особо нету. Кроме того, очень много в биоэнергетику вмешивается религиозности, и это мне не очень нравилось, потому что религия в биоэнергетике, вот молитвы, вот эти шепотки, православная магия, как-то меня, не то что отталкивало, но мне казалось, что нету вот какой-то, знаете, изюминки, какой-то чистоты. И получилось так, что я стал исследовать просто энергетику и сделал акцент именно, естественно, на что я могу сделать акцент, это сделать акцент на квантовую физику, как работают энергии, как работают потоки, как работают волны и тому подобное. Я не скажу, что у меня есть образование физика, у меня образование вообще инженера, но сама физика, она меня увлекла. И вот вопрос в том, что как мы смотрим на определенные вещи. Если мы смотрим на определенные вещи с определенной позиции, то мы воспринимаем эти вещи с определенной позиции. То есть если мы смотрим, например, с точки зрения религии на какие-то вещи, то мы религиозные вещи эти воспринимаем. А если мы воспринимаем это с точки зрения энергии или определенных аспектов самой энергетики или изучения движения частичек и как они взаимодействуют, из чего состоит материя, вот это уже более интересно. Естественно, копаясь в биоэнергетике, столкнулся с таким понятием, как матрица энергии, стал копать информацию, какие есть законы, по каким законам это все работает и так далее. Но знаете, к чему пришел? Что даже квантовые физики становятся в тупик, и они, кроме теории, никаких законов не выдвинули. И вот в определенном аспекте, будем говорить, видения, я зашел в тупик. То есть дальше вот движения нету. То есть вроде бы как работают энергоцентры, как работают тонкие поля, как увидеть ауру. Вот эта вся литература, она, знаете, ее объем большой, а истинные знания вот какие-то, они крупичные, они единичные. Вот вытаскиваешь это по чуть-чуть, по капельке, и картинка как-то формируется не так, как хочется. То есть мозги работают быстро, а картинка как-то, не совсем складывается. И тут случайно, не случайно, я начал интересоваться рунами. Сначала посмотрел, что такое славянские руны, потом надыбал русские руны. Оказывается, этих видов рун вообще огромная масса. И
все-таки вернулся к тому, чтобы изучать все-таки старший футарк. Во-первых, о нем немножко больше было и литературы. Во-вторых, он как-то более-менее, почему-то мне казался более привлекательным. И я взял за основу руны футарка, старшего футарка. Я стал их потихонечку изучать. Ну, естественно, что, опять же, литературы вроде бы много, а что-то толком, как это делать, особо нету. Естественно, я решил просто отключить, будем говорить, шептателей, ну, шептатели в плане литературы, там, интернет и тому подобное, и думаю, а как я чувствую, как это нужно делать? Я начал резать руны, сделал заготовки, начал резать руны, и тут для меня открылся огромнейший мир энергетики. Ну, будем говорить условно, размышляя или медитируя и практикуя руны, стал просто изучать. И самое интересное, что потом, когда брал какую-то литературу, и вот мне приходил некий инсайт, я думаю, откуда я это знаю? Я еще так удивлялся, сомневался, может, я это себе придумал. Надо же посмотреть профессионалов, что же профессионалы говорят. Когда я открывал книги того же Корабельникова, Меньшиковой, Платова, я страшно удивлялся, откуда у меня эти знания, потому что они писали о том, что я уже знаю. Оказывается, я это знаю. И мне это как-то вот ввело в недоразумение, ну, я не понимал, откуда я это знаю, и я стал искать, как это можно узнать. Оказывается, есть практики и холотропного дыхания, и медитации на реинкарнации, увлекся Кастанедой, стал пробовать свои силы в сталкинге, ну и тому подобное. Вот как-то так вот оно все параллельно, произошел какой-то взлет, а потом я увидел, что да, я лечу, но у меня нету хорошей базы, у меня нету какой-то системы, то есть это все как-то бессистемно, и если убрать вот эту эйфорию знаний, то я просто грохнусь. Ну, разочарование, это в любом случае, это путь человека, которого нету четкой базы или нету четкой системы его знаний, приходит к тому, что человек разочаровывается, потому что система, она все-таки имеет определенную стройную структуру, которая работает, в которой есть какие-то законы, какие-то правила, какие-то установки, по которым этот механизм запускается. Когда нету хоть какой-то системности или какого-то понимания более четкого, структурированного, то, как правило, это все заканчивается тем, что можно просто грохнуться, ни на что не оперевшись, потому что хоть что-то работает не так, а понимания-то, как оно работает, нету, то есть есть только представление. Вот отсюда получилось такое вот, я так считаю, что это не мое умозаключение, а вроде бы как мне дали подсказку свыше, а ты не хочешь объединить руническую биоэнергетику, руны и биоэнергетику вместе, изучать это именно с точки зрения, как работают энергии рун в полях человека. Вот как инсайт был. И меня это как-то, дернуло и задело, я стал изучать, как же это работает. Таким образом, я взял рунистику и взял биоэнергетику и объединил их между собой. Как я их объединял? Естественно, такого объединения, знаете, вот взял и там объединил. Ведь определенной какой-то литературы или каких-то определенных знаний не было. Это делалось по шажками, то есть это делалось каким-то анализом, это делалось, увлекся шаманизмом, входил в определенное состояние транса, плюс знания Кастанеды, которые давали практики остановки внутреннего диалога и так далее и тому подобное. То есть вот такая вот вроде бы как мистификация, хоть и небольшая, но она присутствовала, привела к определенным состыковкам, к определенным выводам или определенным, как работает подсознание, как работает сознание, как работает сверхсознание, как руны соединены, как они взаимодействуют, как они могут программировать, как не могут. И вот этот путь на протяжении
ну вот уже 6-й год я занимаюсь вот исключительно изучением рунической биоэнергетики. И первое, что появилось сразу же на одном дыхании, буквально, ну, там, за 2 часа, на выдохе просто. Даже не было, знаете, как вдоха или выдоха, там, я не дышал так долго. Я сразу как на одном выдохе появилась программа курса «Руническая биоэнергетика». То есть такая стройная структура. И я так смотрел на эту программу и думаю, ох, нифига себе, а кто это написал? Это я написал? Подожди, тут есть такие темы, которые я сам бы с удовольствием послушал. Очень интересно затрагиваются вопросы в программе. А как я буду рассказывать, если я вообще ни черта не понимаю того, что я написал? То есть программа есть, а информации к этой программе нету, то есть нету какой-то системы, а знаний куча. Я взял каждый из пунктов и стал просто прорабатывать. Естественно, чтобы мне это было легче, я представил, что я это рассказываю, например, слушателям, чтобы я рассказал, что я знаю об этом. Постепенно это выкристаллизовалось в определенную структуру, систему, где появились определенные системные знания и появилось вот такое понимание работы энергии, как эти энергии работают по определенным аспектам, то есть что такое меридианные, что такое коконные потоковые энергии, как они взаимодействуют, как работают энергоузлы, как эти энергоузлы возникают, что такое воля, что такое привлечение, эти законы. Расписал каждую руну, тоже размышляя над традиционными названиями рун. Я стал размышлять именно с такой точки зрения, а если руны это являются определенными энергетическими носителями, то есть, знаете, как в школе, доказательство от обратного, когда ставишь, например, что теорема доказана, и доказываешь эту теорему от обратного. Вот, в принципе, в рунической биоэнергетике я именно так и двигался. Я доказывал теорему от обратного, то есть я ставил сначала, а вот если предположить будет вот так вот, и начинал разматывать клубок. Естественно, что это красивая, стройная теория, все это здорово, все это хорошо. Пришло какое-то понимание системы, но на самом деле сам курс был сырым. Сырым в каком плане? В том плане, ну как можно информацию, которую ты вроде бы нахватался там, и ты четко не понимаешь, откуда она реально. Или она с книжки, или она тебе пришла там в медитацию, или ты вошел в транс, или еще как-то. Но информация довольно интересная, емкая, но она не проверенная. И вторым шагом, которым я стал заниматься, я стал проверять свою теорию. То есть я стал практиковать. То есть все то, что я выкладываю сейчас в курсе рунической биоэнергетики, я прошел самостоятельно, каждый пункт. То есть это не просто был какой-то анализ или сопоставление фактов, знаний, опыта, неважно какого, мистического, оккультного и тому подобное, привело меня к тому, что вот я могу просто поручиться за... Ну, естественно, вы это проверить не можете. Во всяком случае, могут проверить те, кто обучается, или те, кто уже закончил курс. Не так много людей закончило. У меня первая группа была очно. Из 15 человек закончили 2 человека. Вот уже онлайн-группа, первая группа Мимир закончила 3 человека из 7. Ну, стартовало 8, 7, потом осталось 3 человека. И вот сейчас, хвала богам, 5 человек, 6 человек обучаются на потоке. И вот, наверное, вот эти люди, которые начали обучаться, и те люди, которые прошли активацию, они, наверное, могут сказать, насколько оправдана эта система, потому что я себя не позиционирую учителем, что я вас научу. Но чему можно научить взрослых людей, которые и так уже копают в этом направлении, они, может, даже в какой-то степени знают и меня, знают больше меня. А, наверное, скорее всего, что именно в аспекте рунической биоэнергетики я могу выдать определенную четкую систему, которая может помочь людям пройти. Таким образом, я себя позиционирую проводником, я провожу тем путем, по которому я уже прошел. То есть то, что делал я,
я предлагаю для практики тем, кто ко мне приходит на обучение. И именно с тем, не с тем, чтобы вы теперь вечные ученики, я ваш вечный учитель, вы мои. Я вообще учитель не приемлю именно к магии, потому что в магии в первую очередь маг, кто практикует магию, он может только провести другого человека своим путем. Научить этого человека ничему нельзя. Почему? Потому что обучение предполагает вкладывание информации. И эта информация становится определенным опытом, а опыт становится знанием. А здесь получается человеку помочь вспомнить себя, потому что в рунистику, как ни странно, может прийти только тот человек, который уже сталкивается с магией или с магической практикой. А магия – это наука, которая имеет разные направления. То есть и религия – это тоже, извините, магия, как бы не спорили. Если, естественно, ее изучать как магию, да, как изучение себя и влияние самого себя на то, что меня окружает, то это и есть магия. То есть магия окружает нас кругом. Вот где-то вот такое вступление, что такое руническая биоэнергетика. То есть руническая магия и биоэнергетика со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть не только целительство, но и понимание, как работает энергетика биополя, вот объединяет руническая биоэнергетика. И я считаю, что это одно из очень интересных, и надеюсь, что со временем это увлечет многих людей, будут последователи. Это одно из направлений в современной магической науке. Одно из направлений. Следующий пунктик, который я хотел бы с вами обсудить, это для чего и зачем нужна руническая биоэнергетика. То есть, ну, я так немножко рассказал, что и те знания, есть определенная система. И вот вопрос, для чего и зачем нужна руническая биоэнергетика, именно и заключается в том, что есть определенная система. Система обучения, система познания, которая дает определенные, ну, будем говорить, костыли или определенную опору на период знакомства с рунами. То есть не просто вот делай вот это и все. А почему я это должен делать? Знаете, может быть, это сила, ну, склад моего ума. Я всегда задавал почему. Из-за чего и в школе, и в училище, и потом в институте, и даже когда вышел в трудовую жизнь, и при взаимодействии с людьми, у меня всегда был вопрос, вот пойди там сделай то-то. Я говорю, почему, зачем? То есть я должен понимать, зачем я это делаю. Пока я не понимаю, я с места не сдвинусь. Из-за чего у меня очень часто возникали конфликты. От меня требовали тупое исполнение, а я это тупое исполнение просто не мог ему предоставить, потому что я не понимал, что нужно делать. То есть бери лопату, копай. Я тут же задавал вопрос, где? Тут, где тут? Можете показать, где конкретно? Вот здесь вот, хорошо, а где заканчивать, какой ширины, какой глубины, куда бросать землю? То есть нету понимания. Ты что, тупой, ты что, не можешь просто копать землю? Нет, я не могу просто, я должен понимать, где, откуда, какой глубины, и куда землю эту складывать. То есть, ну, вот где-то так. Поэтому руническая биоэнергетика нужна в первую очередь для того, чтобы человек, который постигает эти знания, мог на что-то опереться. То есть у него была какая-то опора. То есть не какая-то информационная невесомость, что вот висишь в воздухе и не знаешь за что, вроде бы и там есть право, но получается, отталкиваясь от одного знания, и как в невесомости с большой скоростью летишь к другому знанию, упираясь в него, а оно отпружинивает, и ты вот как этот протон или нейтрон летаешь в вакууме, в космосе, никак не можешь понять, где же ты, где же я, кто я такой. Так вот, если вы хотите стать оператором рун и управлять энергией через руны, то руническая биоэнергетика вам может помочь. И вот здесь вот я постоянно говорю тем, кто со мной контактирует, что есть разница между пользователем рун и оператором рун. Ну, само слово «пользоваться» и «оперировать», оно уже говорит само за себя. То есть, когда человек понимает, вникает в смысл, как работают энергии, он может ими управлять.
но если мы в данном случае говорим о энергетике, да, и очень хорошим инструментом может служить руны и руническая магия или взаимодействие рунической магии с биоэнергетикой. А вот просто пользователю, когда говорят «бери и копай», и он не задает вопросы, берет и копает, или ему там что-то говорят, и он что-то делает, то вот это все что-то без понимания, это не оператор, это пользователь. Притом не обязательно вот в данном случае с рунической биоэнергетикой, это может касаться, например, даже, извините, любой сферы, любого понимания. Мы можем пользоваться, например, компьютером, но не знать, как он устроен. Ну, мы пользователи, так и называется. А вот уже если что-то сломалось с железом, там какая-то плата, вот компьютер не работает, мы кого вызываем? Мы вызываем оператора, да? Мастера вызываем. То есть мастер приходит и говорит: о, у вас здесь плата накрылась, ее надо там заменить, или подождите, я тут подпаяю. То есть это уже специалист. Поэтому оператор рун это тот, который знает, как управлять этой энергией, он понимает, как с ней взаимодействовать. А пользователь тот, который нажимает, грубо говоря, на кнопки. Ему говорят, вот кнопка, вот это Enter. Нажал на Enter и все. Нажал 2 раза на Enter. А что это у меня там все исчезло? Вот. То есть есть продвинутые пользователи, есть суперпользователи, есть там вообще хакеры, которые в железо не лезут, а есть реальные операторы, которые могут управлять этой энергетикой. Второй пункт, который я хотел бы рассмотреть, понять освоить рунистику с позиции биоэнергетики. То есть, опять же, вот 2 направления, через которые я прошел, то есть понять рунистику как инструмент, с помощью которого можно рассматривать биоэнергетику и управлять тонкими полями, то есть диагностировать, создавать определенные вибрации той или иной частоты, которая может помочь восстановить тонкие поля, прочистить энергоцентры, восстановить общее самочувствие, не только физическое, но и духовное здоровье, да, то есть создать определенные ситуации или вибрации с помощью инструмента рун в биополе человека. Вот руны и биоэнергетика в этом случае могут помочь в этом направлении. Научиться диагностировать ситуацию человека и самого себя. Порой вроде бы мы смотрим, что что-то с нами происходит не то, что нужно. Понятно, что можно биоэнергетически, если мы способны это видеть, если у нас есть этот навык, мы наработали его, то мы можем как-то увидеть. Но есть определенная ситуация, когда мы, например, себя можем не видеть, и нам иногда мы обращаемся даже к другому специалисту, чтобы он увидел, что за ситуация. То есть мы находимся внутри, мы ее не можем увидеть снаружи. Так вот, рунистика дает уникальную такую штуковину, как можно, находясь в непонимании, в недоумении, что с тобой происходит, сделать диагностику и по определенным принципам проанализировать ситуацию, что происходит с тобой. То есть даже вот если ты не понимаешь, ну, есть там, допустим, определенные диагностические аспекты проявления того или иного аспекта рун, и ты можешь понимать, что, допустим, здесь у тебя вот это, здесь у тебя это, просто даже прочитать, уже есть какое-то понимание. А если есть понимание, где ты находишься, потому что мы находимся где? В жопе, ну, извините за грубость, в какой части ее мы находимся, в глубокой или не совсем глубокой. Поэтому какие усилия надо прилагать, чтобы выбраться из этой ситуации? Или большие усилия, или достаточно там почистить какие-то вещи. И вот здесь вот руны очень уникальный инструмент, который может просто продиагностировать ситуацию. Следующее — это анализ и получение совета о рун, то есть где теряется энергия и сила, а где она активна. То есть мы зачастую очень часто используем нерационально свою энергетику. Почему мы ее нерационально используем? Потому что есть блоки, на которые мы тратим энергию, и так как эти блоки находятся глубоко в подсознании, то нам или надо бежать к психологу, которому тоже нужен психолог, будем говорить,
Но тем не менее он выучился, у него есть диплом, и начинается выкапывание проблематики. Вот руны уникальный инструмент, который может показать, где теряется энергия, то есть где есть потеря силы, где есть блоки, на что обратить внимание. То есть у тебя уныние, у тебя... Ну вот скажите, человек, который впадает в депрессию, он видит, что он в депрессии? Нет, это видят окружающие. На самом деле он думает, мне просто грустно, ну, очень грустно, ну, мне очень хреново. На самом деле он впадает в депрессию, и мысли его могут зайти довольно не в ту сторону. Вот анализ с помощью рун дает совет, где теряем энергию, а где эта энергия, потенциал энергии завышен. Например, там замечтался человек, да, его мечты, его иллюзии, он в этих мечтах живет, а на самом деле его мечты не транслируются на проявленный аспект жизни, и получается, что нереализованная мечта, она угнетает человека. На самом деле он свое внимание переводит на мечтание и туда уносит всю свою энергетику, то есть уходит от какой-то реальности. Это завышенный потенциал энергии, и туда тоже расходуется энергия. То есть энергия расходуется на блоки и на все, потому что каждому дана там 100% энергии, и можно себя так загнать, что использовать эту энергию, ну, на процентов 10, а 90% фиг знает куда уходит. Этот человек начинает быстро стареть, он утомляется, у него проблемы со здоровьем появляются. Это все область биоэнергетики. Руны в данном случае это все могут выявить. И руническая биоэнергетика дает инструменты для выявления. Пятое. Разобраться, как изготавливать амулеты, обереги, талисманы, артефакты, и как они работают на разных носителях. Ну, верите вы или не верите, честно говоря, это ваше право. Но я могу сказать, что любой предмет можно зарядить любой энергетикой. Любой. И кто знаком с магией, кто сталкивался с ней, он знает, что ваш личный предмет, он несет вашу энергетику. Есть любимая ручка, любимое кресло, там, любимая какая-то вещица и так далее и тому подобное. Она несет определенную энергетику. Это, допустим, вот этот кошелек у меня, допустим, счастливый, в нем всегда вводятся деньги. Ну, хоть гривна, ну, или там рубль, или доллар у меня всегда там лежит. Но он всегда, у него там какой-то там вводятся деньги. Или там, допустим, в этом месте живет барабашка, и мне здесь там или домовенок, или еще что-то в лапте там каком-то. То есть вот эта персонификация определенных предметов, она и создает определенную программируемую энергию. То есть любой предмет можно запрограммировать. Точно так же, если специально создать амулетику, оберег или талисман, это все абсолютно разные вещи, точно так же, как и артефакты можно создать. Артефакты это не музейные экспонаты, артефакты это те вещи, которые мы, например, находя какую-то вещь, превращаем его в предмет силы. Но это очень часто используют в ритуальной магии, в шаманизме, там свой жезл, бубен и так далее. К этому бубну никто не должен прикасаться. Или, например, тарологи работают с определенными любимыми картами, и эти карты никто не должен трогать. Это тоже своего рода артефакты, которые считывают информацию с оракулов. То есть вот, поэтому в рунистике, естественно, ну, амулетика, ну, практика амулетики, там тоже есть свои какие-то определенные секреты. Ну, как секреты? Вообще руны, перевод, где вы знаете, я просто повторюсь, руны это шепот, тайна в переводе с древнегерманского. Поэтому вот руническая биоэнергетика нужна для того, чтобы понимать, как делать амулеты, обереги, талисманы. И вот это понимание, оно дает еще дополнительную силу человеку, который работает в магии. Ну и шестое, как грамотно составлять рунические формулы, вязи, ставы, запускать программы. Можно и инграммы запускать на тонкие поля человека, как изменять ситуацию, реальность и свою жизнь. Это все, в принципе, может делать рунистика. И, естественно, можно программировать биополе, можно программировать свою жизнь и так далее. Можно это делать и отдельно. То есть есть аффирмации, есть определенные
там молитвы, шепотки, разные есть способы. Но в моем видении, в моем понимании, что руны это очень классный, уникальный инструмент, который позволяет это делать намного проще и легче, понимая механизм, как это должно быть. Во всем этом огороде, который я вам уже нагородил, вопрос, как можно разобраться и помочь себе и другим. Ну, в данном случае скажу так, найти системный подход к обучению. Это то, о чем я говорил. Очень мало систем, поверьте, я ведь тоже искал системы у разных, будем говорить, эрилей, рунологов, биоэнергетиков, я искал системы. Как таковой системы я не нашел. То есть есть какие-то знания, которыми человек может поделиться, но системы нету. То есть системы в обучении нету, я не нашел. Может, у кого-то есть системный подход к обучению магии, подскажите, я с большим удовольствием ознакомлюсь. Но я пока не нашел, потому что я перерыл кучу литературы, поверьте, и искал эти системные подходы. Нету системного подхода в обучении магии. Есть вот какие-то такие обрывки непонятные. Определиться с наставником. Ну, естественно, я приглашаю вас на свой курс, но на самом деле это не должно быть приоритетом, что раз я вам здесь рассказываю о рунической биоэнергетике, вы должны выбрать меня. Хотя очень хотелось бы, не буду лукавить. Вопрос в том, что почему нужно найти наставника. С этим человеком, ну, наставника, я так говорю, на самом деле это проводник. Вот я, наверное, наставника исправил бы на слово проводник. Вот этот проводник, он должен просто провести. Это представьте, что, например, вы идете в какой-то поход по незнакомой местности. Но понятно, что у вас есть компас, карта, все дела, дрова, вы там чуть-чуть почитали, узнали об этой местности, но пройти этот маршрут без проводника будет довольно сложно. Ну, просто сложно. А вот проводник может провести по той тропе, по которой он уже хаживал. Проводник, в чем проводник? В том, что он уже хаживал по этой тропе. И получается, он знает, что отсюда до сюда нужно пройти такой-то маршрут, здесь сделать привал, потом отсюда надо пройти вот это, здесь, потом сделать такой привал, здесь есть такие опасности, их можно обойти и так далее, тому подобное. Здесь можно попить водичку, а здесь можно, например, там покушать. Ну, в таком плане. Я занимался пешеходным туризмом в юности, и, в общем-то, с этим даже сталкивался. У меня даже там была регалия, младший инструктор туризма. Поэтому вот мне она что-то приемлема, эта аналогия, когда даже в магии проводишь через какие-то. Естественно, что когда собирается группа или человек хочет пройти от точки А в точку Б, он ищет себе проводника. Это нормально, и с этим проводником должно быть комфортно. То есть, а как комфорт, в чем заключается комфорт? Это доверие. Потому что без доверия лучше не идти с этим проводником. Ну, фиг его знает, может он в спину нож сунет, или там придаст, или подставит ножку, или с обрыва сбросит, или подставит, или сделает какую-то пакость. Нет, должно быть определенное доверие и комфорт. Поэтому определиться с наставником, в котором вы чувствуете внутренний комфорт, это очень важно. Третье, я, знаете, очень категоричен в этом плане, когда говорят, я вас посвящу в руны, я проведу инициацию. И, честно говоря, мне вот, я просто не хочу связываться и тратить энергию на то, чтобы этому гуру, который посвящает или инициирует в магию, рассказать, что он идиот, ну просто не хочется. Или он сам поймет, или он все равно останется идиотом, но энергию я потрачу. Посвятить себя может только сам человек. В чем заключается посвящение? Человек посвящает себя изучению. Как человек становится физиком? Его что, посвящают физике? Как он может стать химиком? Его что, посвящают в химики или в инженеры его посвящают? Да нифига его не посвящают. Он сам посвящает свое время. Он идет, сдает экзамены. Он учится год, 2, 3, 4. Посвящает себя медицине. Я тебе посвящаю, великие медики, ты теперь будешь лечить людей. Ага, налечит такой человек людей. Такой инженер наконструирует, напроектирует. То есть человек посвящает свое время изучению.
Вот в чем суть посвящения или инициации. И когда, если вам даже кто-то говорит, что кто-то кого-то в что-то посвящает в магии, то это, честно говорю, это вот уже первый признак чего-то не того. Потому что посвятить себя может человек сам. Поэтому перед тем, как изучать магию или изучать в данном случае рунистику и биоэнергетику, нужно посвятить себя этому, посвятить этому времени. То есть, если, например, ой, я там чуть-чуть, и там чуть-чуть, и там чуть-чуть, это не посвящение. Посвящение – это уделение времени, определенного хотя бы времени для детального, глубокого изучения. Вот это называется посвящение. Следующий вопрос, это что нужно сделать? Это пройти активацию рунической энергии, чтобы стать оператором рун, а не пользователем. В чем суть активации? Я активацией называю это то, что человек чувствует. То есть, смотрите, как готовят морских котиков. Их тренируют, да? Ему ж не показывают, что сделайте такие приемы или сделайте такие приемы. То есть он берет нож деревянный, на него тоже с ножом прыгают, ему показывают, как этим ножом оперировать. Или, например, как узнать, что такое холод. Нужно замерзнуть. Или как узнать, что там больно. Нужно получить эту боль. Поэтому активация рунических энергий, она заключается в том, что человек начинает руническую энергию чувствовать. Вот это чувствование, это и есть активация рунической энергии. То есть, когда ты это прочувствовал, то есть ты прочувствовал, как тебя стукнуло, как тебя грюкнуло, или как тебя приласкало, или как прошел сильный разряд тока. Вот так работает эта руна. Вот так работает эта энергия этой руны. Так работает закон этой руны. И пока ты это не прочувствуешь, то ты не поймешь как. Вот ко мне обращался там один человек, ой, вы не могли бы, там у меня есть такая женщина, я не буду называть имя, она вот про руны все прочитала, но она их не чувствует. В этом и есть суть. Можно прочитать, узнать об этом все, но пока ты не прочувствуешь, пока ты это не провибрируешь себе, пока тебя не проколбасит через эту энергетику, ты никогда не поймешь, как она работает. Вот активация рунической энергии – это именно тогда человек понимает, когда он пропускает через свой опыт. А весь этот опыт многоуважаемых мною рунистов, Меньшикова, Медоуз, Кораблев, Невский, множество, я к ним снимаю шляпу. Они открыли ворота к пониманию рунистики. Но они это прочувствовали. Можно прочитать эти книжки, но это будет их опыт, а не ваш опыт. Вы все равно будете пользователем. Поэтому для того, чтобы понять, как работают рунные энергии, нужно в первую очередь понять, как они работают на самом деле. Следующее. Познание себя даст понимание силу и как помочь другим. Как можно помочь другим, если ты не знаешь, как оно работает? То есть руна Феха на богатство. Намалевали руна Феха, все, ты теперь богатый. Но ты же не знаешь, как она работает. А ведь руна Феха на самом деле это не только деньги. Это не только материальный носитель. Это имущество, это владение, это то, чем ты владеешь. А кто вам сказал, что это только корова, которой ты владеешь? Или имущество, которым ты владеешь? На самом деле ты владеешь еще духом, ты владеешь знаниями, это тоже владение. И так далее и тому подобное. То есть вот таких вот моментов относительно познания себя или познания, как работает, только тогда может дать познание, как помочь другим. Восприятие и понимание своей энергетики приведет к пониманию восприятия энергетики других. Это аксиома. Без этого нельзя. Я разжевывать не буду. Я так на время посматриваю. И хотел бы дать вам как можно больше информации. И надеюсь, вам интересно. Вам вообще интересно? Я тут рассказываю, так завелся. Плюсики поставьте мне, что вам интересно. Вдохновите меня, пожалуйста. Спасибо, Александр. Ребята, нравится, да? Алена, спасибо большое. Спасибо вам.
Для меня это поддержка. Спасибо большое. Седьмое. Помоги себе сам, и ты сможешь помочь другим. То есть, как может больной человек лечить другого больного человека? То есть, для того, чтобы помочь лечить или помочь, например, восстановить другого человека энергополя, нужно, чтобы твои поля были чистыми и здоровыми. Иначе твои лярвы могут перекинуться на того. Ты вроде почистился. Многие, кстати, так и делают. Они вот свои проблемы скидывают на других и тоже это называют магией. Ну, не вопрос. Это их вопросы. А на самом деле помочь другому человеку можно только тогда, когда у тебя есть чистота, когда ты способен пропустить вибрации и с помощью этих вибраций исцелить другого человека, или дать ему мудрый совет, или наставить его, или указать ему на то, что он не видит. Вот помочь ему можно только тогда, когда поможешь себе. То есть больной человек не может помочь больному человеку. Они оба будут болеть, они оба будут сваливаться. Следующее. Почему руническая магия и биоэнергетика должны взаимодействовать? Ну, такой маленький анализ я постараюсь не растягивать. Прежде необходимо ответить себе на вопрос, а что не магия в нашей жизни? Если мысль, как доказано квантовыми физиками, влияет на реальность. Все магия, любое взаимодействие, любой контакт, любая мысль, любое слово, любой текст, все, абсолютно все есть магия. Потому что если мы, например, напускаем мистицизма, оккультизма и вот такого трепетного страха 16 века с привкусом инквизиции, то да, магия, ты что, еще добавить, это от сатаны, и тут дым, огонь, и все спрятались, потому что страшно, пошли каяться. На самом деле магия – это наша реальность, это каждодневная магия, это наука. Посмотрите, химия вышла с алхимии, физика вышла с философии, астрономия вышла с астрологии. Возьмите любые другие науки, они все черпают информацию только с одного. Только с одного. Они черпают информацию с оккультизма, с мистицизма. Психология – это тоже определенное направление вырванного куска магии. То есть изучили одного человека, обобщили и теперь лепят на других, определив психотипы. На самом же деле это не так работает, потому что сколько людей, столько и психотипов, столько и определенной энергетики. И нету, что если ты родился близнецом или ты там родился сангвиником, то ты, значит, определенный психотип. Тебя в это корыто, там, вот, допустим, в западную загородку, а этого в южную загородку. Ну, то есть всех разгородили, объяснили, и тогда легче объяснять. Это примитивно. Психология – это примитивная магия. Это точно так же, как шахер-махер в ритуалистике. На самом деле, меня немножко занесло. На самом деле, магическая наука, она изучает волю человека, самого человека, как воля человека, как его энергия, как его мысли, как его поступки, как его вдох-выдох влияет на его же окружающую реальность. И вот создать вот эту гармоничную комбинацию, когда человек провибрировал определенным образом и создал определенную вибрацию вокруг себя, это и есть магия. Познавая свою волю, познавая себя, ты можешь влиять на окружающую действительность. Если ты не знаешь себя, ты влиять на нее. Первый закон магии, по-моему, так и звучит, что маг, познай самого себя. Маг, не знающий самого себя, не может знать и свою магию. По-моему, так звучит. Почему биоэнергетика не может быть направлением в магическом искусстве? Если она изучает и влияет на тонкие поля человека, значит и на реальность. То есть здесь я задаю такой риторический вопрос. Я считаю, что биоэнергетика – это одно из направлений магии. Искусства, магического искусства. Это практическое направление. Биоэнергетика более магична, чем мы ее представляем.
Потому что биоэнергетика, она создает определенное восприятие тонких полей, понимание законов, как эти поля работают и взаимодействуют между собой, и как можно исправить повреждения в тонких полях. Но чем это не магия? Это реальная магия. А руны занимаются разве не этим? Руническая магия влияет на реальность и энергетику нашей жизни, а биоэнергетика разве не меняет нашу реальность, диагностируя, устраняя аномалии с тонких энергополей? То есть я еще раз риторически задаю определенную мысль для того, чтобы, ну, можно так сказать, доказать, что биоэнергетика – это точно такая же магия, как и все остальные магические науки или направления. Руническая магия, биоэнергетика – это одно целое, это магия. Пройдусь немножко, я уже говорил по поводу обучения, ну, коснусь немножко, почему рунистике надо обучаться. Чему надо обучаться человеку, чему не надо обучаться, я извиняюсь, чему не надо обучаться. Извините, мы даже ходить учимся, мы учимся держать ложку и первый раз в своей жизни подтираться, извините за такие интимные подробности. Мы впервые учимся одевать штаны, мы учимся одевать рубашку, мы учим азбуку, мы всему учимся. Поэтому рунистике тоже нужно обучаться, точно так же, как мы учимся ходить. Только ходить немножко по-другому, ходить духом, я бы так сказал бы. В чем смысл обучения? Смысл обучения заключается в том, что человек получает не информацию, а знание. В этом есть разница. А в чем знание заключается? Естественно, мы можем, получив информацию, на своем опыте получить определенные знания. А знания, они никогда не станут вашими знаниями, если вы практически их не начнете применять. Иными словами, смысл обучения заключается в следующем. Он заключается в том, чтобы получить эти знания, опробовать их на практике, и эти знания сделать своими. То есть эти знания становятся не чьими-то, а знания становятся своими собственными. И меня не научил там кто-то, потому что можно рассказывать, обучать. Уж поверьте, у меня есть небольшой опыт в обучении, я это анализировал, что человека, который не хочет, научить нельзя. То есть ему можно дать только информацию. И вот большинство людей собирает информацию и путает их знаниями, потому что знание – это обучение, а обучение – это получение знания через чужой опыт и делание этого опыта своим знанием. Вот такая простая формула смысла обучения. Что нужно знать в рунической магии? В рунической магии нужно знать самое главное. Есть ли у вас внутреннее влечение? Если у вас влечение внутреннего к рунической магии и к магии как таковой нет, лучше не заниматься. А как почувствовать это влечение? А это когда ты, что бы ты ни делал, ты только об этом и думаешь. Чем бы ты ни занимался, ты только об этом и думаешь. То есть у тебя приходят знаки, книжки падают, идешь по книжному базару, а задеваешь локтем какую-то книгу, и она, зараза, падает прямо на ногу. Ты говоришь, ай, больно, поднимаешь, а там книга о рунистике. У вас не было такого? Ну или в каком-то другом аспекте, в котором вы развиваетесь. Поэтому, что нужно знать в рунической магии? Естественно, я это не скажу за короткий вебинар, это целый смысл обучения. Что нужно знать? Нужно все знать. Вот что мне нравится в рунической магии, она открывает очень интересный, потрясающий аспект глубины изучения всех магических культов, всей магии. То есть я изучаю карты Таро и анализирую, как они работают энергетически. Я изучаю шаманизм и анализирую, как они работают. Я изучаю сталкинг Кастанеды и думаю, как это работает. Я начинаю понимать глубину и смысл самой магии. И руническая магия – уникальный инструмент, который дает форсирование определенных моментов, чтобы не топтаться на месте. Ведь можно на гору влезть, а можно гору обойти. То есть и тот же самый путь. Но для того, чтобы обойти гору, нужно просто иметь хорошую обувь, нормально уложенный рюкзак и определенное ритмическое дыхание при подъеме. А для того, чтобы влезть на гору, туда же,
ту же самую точку. Нужно обладать способностями альпиниста. И вот в этом и есть разница достижения одной и той же цели в методиках или системе. Следующий пункт, что происходит в сознании человека, который изучает руническую магию. Отвечу очень лаконично. Радикальные необратимые изменения. Радикальные необратимые изменения. То есть человек поднимает свои вибрационные энергии, то есть расширяет свои каналы настолько мощно, настолько широко, что он их обратно уже сузить не сможет. Это как донор, который, знаете, мне что-то нравится эта аналогия, это донор, который однажды став донором, если он раз в месяц или в какой-то период не сдаст свои 250 грамм крови, он от давления может его порвать. Вот точно так же человек, который расширил свои каналы, получая духовные знания, он уже не может быть тем, который есть. Он уже не будет идти и грабить, не будет идти убивать. Извините за такую примитивную аналогию. Потому что ему интересно и дальше узнавать. Ему интересно свои знания потом применять на практике, помогать другим людям. Притом это не альтруистическая какая-то помощь, а это закон взаимной отдачи энергии. Ты не получаешь, хочу получить новые знания. Молодец. А ты отдаешь свои знания, которые у тебя есть? Нет. А как же ты хочешь получить новое? Ты наполнен. Твоя чаша полная. Освободи свою чашу, и твоя чаша наполнится. А как можно еще чашу увеличить? Расширить эту чашу. То есть перелить из мелкой чаши в крупную чашу. А крупная чаша это уже занимает место, энергию и так далее. Вот в чем суть изменений. Изменения происходят радикально необратимые. Человек не может вернуться обратно к тому, чем он занимался. Он уже в этом просто необратимо. Меняется сознание, меняется мировоззрение, меняется взгляд на все аспекты жизни, на аспекты своей жизни. А еще если вкусит вот этот вот момент, что можно менять реальность с помощью своих знаний, то вот этот вот эффект удовольствия или эффект опьянения от развития, он уже никогда не вернет человека в прежнее состояние. Никогда. Как можно управлять чем-то, не понимая, как это работает? Наверное, здесь много не надо говорить, но пока мы не понимаем, как это работает, мы не можем этим управлять. То есть это тогда управляет нами. То есть компьютер, в котором мы не разбираемся, на какую кнопку, неудачный может пример, на какую кнопку нажать, управляет нами, если так хотите. Приведите другой пример, я думаю, что вы поняли смысл. Можно ли использовать информацию, не разобравшись в источниках? Вот что мне нравится еще в рунистике, это то, что даются источники, притом энергетические источники. Это не значит, что вот мы сейчас поедем в Швецию или куда-то в скандинавские страны и таки посмотрим на этот камень рунический. Или мы прочитаем всего Платова, или изучим всего Медоуза, или вообще Листа изучим наизусть, выучим Гвида фон Листа наизусть. Я не про это. Или, допустим, прочитали все форумы, во всех группах состоим по рунистике, супер класс. Но на самом деле нужно углубляться в источник, потому что поверхность, вот эта пенка, зачастую эту пенку взбивает, чтобы эффект был, знаете, пенная пенка, которую хочется заглотить, она там самая вкусная. А сам напиток, сам мед поэзии, сам мед знаний, он в глубине. Для этого нужно сделать 2-3 глотка, чтобы ощутить вкус напитка. И точно так же с информацией. Информация – это то, что на поверхности, а разбираться надо в истоках. Надо выпить эту чашу до конца. Тогда поймешь вкус напитка, например, пиво. Как отличить правду от вымысла? Ребята, вот когда мне кто-то говорит, а вдруг вы лжете, или, например, а как можно понять, где правда, а где придумка? Да очень просто. Вы просто прислушайтесь к себе. Вот если это резонирует с вами, значит это правда.
А если это вступает в резонанс и вызывает противоречия и возмущение, и вы начинаете спорить, значит это неправда. А теперь давайте разберем вот эту дуальность правды и лжи. Потому что для одного человека одна и та же правда, одному это может быть ложью, а другому это может быть правда. Например, когда христианину говорят, что Бог триедин, то я могу сказать, это ложь. С одной стороны, он говорит, ты что, ты безбожник. Ну, извините за неудачный пример, никого не хочу обидеть. Потому что нужно понимать, почему транслируется триединство. Почему проявляется Бог в разных ипостасиях. Почему? В этом надо разобраться. Попробуй это фанатику объяснить. Да он тебя предаст анафеме. И назовет еретиком и скажет, что ты от дьявола. Пришел его искушать. Поэтому одна для кого-то правда, например, для мамы, которая одевает ребенка в морозную погоду, в теплую одежду, это правда. А для ребенка ему жарко, он быстрее заболеет. У него другая правда, ему жарко. Вот, ну, таких примеров можно придумать или привести, даже не надо придумывать. То есть правда у всех своя. И эта правда, это то, что резонирует, то, что в нашем законе, ну, в нашей вселенной, в нашем восприятии считается ближе к нам, то, что является нашим определенным законом. Вот это и есть правда. Все то, что не резонирует, мы не принимаем. Ну, магия, например, учит даже вымысел проверять, потому что любой вымысел может стать правдой. Ну и что следует в первую очередь знать, изучая магию рун? В первую очередь нужно знать только одну вещь. Я уже сказал до этого предыдущую вещь, что, ну, понятно, что нужно не чувствовать это все, но в первую очередь нужно знать такую штуковину. Насколько ваши желания, ваше стремление и готовность будет идти до конца. То есть до конца какого? До завершения. То есть если ты взял руну Феха, перед тем, как взять эту руну Феха, дай себе ответ. Дойдешь ли ты, возьмешь ли ты через 24 каких-то ритма дагас. Я больше скажу. Нужно четко понимать, что после дагас в руническом круге начинается опять Феха, только это уже другой виток. Вот это нужно четко понимать, что беря руну Феха, ты должен однажды взять в руки и дагас. А значит, между Феха и дагас есть еще 22 руны. Вот это самое главное нужно знать, изучая магию рун. То есть, если ты не уверен, ну давайте я попробую, в магии рун это не работает. Давайте попробую, плачевно и болезненно очень заканчивается. У меня есть тому достаточно много примеров. То есть, когда человек доходил до руны Наутис, и у него духа не хватило, даже на Хагалас он сдулся. И на руне Наутис жил в Мелитополе, переехал в Днепропетровск, и с ним стали происходить такие вещи, что последнее общение мне так хотелось, ну, как бы мягко ему сказать, а может ему стоит обратиться к врачу. То есть, если ты не готов дойти до конца, а ты можешь залипнуть на чем-то одном, потому что, например, та же самая руна Наутис, она может создать залипание. И человеку нужно пройти это залипание и выйти на следующую руну, Иса. А на Исе может все заморозить вокруг. И думает, да нахрена мне эти руны, если у меня не идут деньги, если у меня с женой там замороженная, она там не дает, или там с мужем отношения, он молчит. Вот как одела, активирую руну Иса, а муж молчит. Или уехал куда-то, или там еще какие-то обстоятельства. Полное затишье, тишина, полная тишина. Это тоже нужно пройти, потому что нужно понимать, это не потому, что руны виноваты, а потому что ты решил активировать это все, ты решил это пройти. Вот интересная тема,
Я просто, знаете как, может быть очень информативно, так накидываю, потому что я хочу вам дать больше, я уже говорил, хочу дать больше информации. У меня 8-й слайд, а их 15, поэтому тематику, вот я поэтому перехожу, одна тема и сразу вторая. Не хотелось бы делать перерыв, потому что я делаю запись, она как бы в прямом эфире, понимаете. Сделать перерыв, ну, поздно закончится, поэтому у вас будет видеозапись, если что-то пройдет мимо ушей или там, допустим, ну, не услышали, не восприняли, у вас будет возможность просмотреть. Почему множество рунических формул может не работать? Вот здесь вот, друзья, я хочу показать вам схему рунического дерева, древа жизни. Это схема взаимосвязи рун между собой, взаимосвязи миров между собой, взаимосвязи, по сути, наших тонких энергий, потому что вверху, то и внизу, древо жизни, которое в нас внутри, это же древо жизни космоса. И получается, что 9 миров, ну, известно, что вроде как 7 энергоцентров в буддийской философии. На самом деле, это те центры, которые можно пощупать, ну, условно говоря, в нашем теле. На самом деле, этих энергоцентров 9. А если еще быть точным, то известно человеку их 13. В рунистике изучается 9 энергоцентров, потому что 9 энергоцентров, они создают определенные аспекты энергозавязок, энерготонких тел. И, соответственно, эти тонкие тела, они символизируют определенный аспект вибраций человека в его реальности. И вот когда берется определенные формулы поочередно и бацаются какие-то ставчики или какие-то формулы, не исследуя относительно древа жизни, не перенося аспекты взаимосвязи ключей рунистики внутри древа жизни относительно биополя человека, то, естественно, потом получается и пробои в тонких полях, и разлад в семье. То есть сначала вроде бы идет набор, все классно, все замечательно, работает вау. Вы видели где-то на просторах интернета, чтобы выкладывали после активации какого-то рунического става какие-то негативные отзывы. Что все работает классно, везде написано. А как оно работает, не написано. Ход эксперимента. И самое интересное, чем это все заканчивается, тоже не написано. Поэтому многие рунические формулы, ставы, вязи, ну, я назову это рунические программы, требуют определенной активации, намерения, заговор и оговор. То есть активация – это запуск рун, а запускать руны может только оператор, но может и пользователь запустить. Но дальше идет намерение. Как человек, который пользуется, может запустить свое намерение? Ну, допустим, он запустил намерение. Но составить заговор или оговор должен только оператор рун. То есть оператор рун может составить вот эту программу. Это составление, знаете, может ли написать программу простой человек, пользователь? Да, может. Я писал программы, например, в Basic. Но я не программист. Потому что нужно знать более сложные формулы. Это нужно быть, ну, математиком таким мощным, изучить там Fortran или изучить там C2+, или сейчас современные эти программы, я уже даже не знаю, какие там, наверное, супер мощные. Это целый язык программирования. Меняешь буквочки местами, и все, программа не работает. Неправильно поставил запятую, программа не работает. Все. Почему в рунических формулах не то же самое? Почему думают, что можно составить руническую формулу, и она будет работать? Руническая формула – это программа. Оператор рун – это программист. Только он программирует энергии через рунические глифы. Естественно, он должен знать, как сработает та или иная формула. Может, создаст цикл у человека. Мне звонит барышня, ваш амулет не работает. Я говорю, почему? Ну, вот там
я делал на аспект возвращения долга. Она звонит, вот она появилась в сети, я ей позвонила. И она сбросила, и все, не работает, она не отдает деньги. Я говорю, а вы помните гейс, то есть обязательства, которые я наложил? То есть есть в программе было прописано, что вы должны наблюдать за ней, но никак с нее не требовать деньги. Однажды вы столкнетесь лоб в лоб, и она вам отдаст этот долг. Там долг был небольшой. Да, но я увидел, что она в сети, говорю, то есть вы создали сбой в программе. Программа говорила, что вам нужно просто наблюдать. Постепенно программа начала бы привлекать этого человека к вам, и она бы в лоб, там, не знаю, на базаре, в метро, ну где-то столкнулись бы, по душам бы поговорили, она вытащила деньги и вернула бы. А так что вы сделали? Испортили программу. Вот где-то так. Поэтому, помимо всего этого, когда пишется сама руническая программа, нужно обязательно анализировать по древу жизни потоки энергии. Потому что потоки энергии вот по этим каналам, то есть вот, может, вы слышали, прямые перевернутые руны. В чем суть? Я так по-простому объясню, не углубляясь, потому что сейчас затяну на очень долго. Ну, например, возьмем вот всеми нами любимого руна Феха. Вот она идет потоком с Мидгарда в Муспельхейм. Это один аспект руны. Это активность, это прямая руна. А идет с Муспельхейма в Мидгард. Это перевернутая руна. На самом деле нету в формуле написано перевернутая руна Феха. Она звучит Феха, ее нужно оговорить соответственно. И когда мы смотрим, что если мы, допустим, оговариваем руну в негативном, ну в перевернутом аспекте, мы должны понимать, что стихия огня мира Муспельхейм передает свою негативную энергию в что? То есть создает руна Дагас, она говорит о том, что день или ночь, то есть она руна дня, то есть проявление, наступает новый день, да, поэтому она изменяет, то есть ночь прошла, настал день. Ну, вы знакомы все с руническими терминами, я уверен в этом. Если не знакомы, то вот я вам говорю, это руна дня, она и называется день, или я ее называю трансформация. И вот поток Феха, Феха это владение. То есть владение проявляется в изменениях во времени, но не в день, а потому что поток направлен, а в ночь. И вот мы берем Феха, рисуем, неправильно ее оговорили, или кто-то там умышленно неправильно ее оговорил или запустил, и она производит изменения в ночь. Не, ночью тоже ночная жизнь проявляется, но как она проявляется? И вроде бы неплохо даже проявляется, и весело как-то, но на утро, ой, как голова болит. Ну, я вот вам говорю таким вот двухсмысленными пониманиями, но именно так оно и происходит. Третье. Учитывание энергетики первоэлементов стихий. Я нигде не нашел, ни на просторах интернета, и за редким исключением у некоторых рунологов, где объясняется энергетика стихий рун. Вот как Нейджел Пеник написала, что эта руна принадлежит к этой стихии, а эта руна к этой, пропустив эти знания через себя и выдав пережеванную пищу. Не, он прекрасный рунолог, извините, Нейджел Пеник. Он прекрасный рунолог, но он выдал так, как он видит. Точно так же, как Фрейя Асвин, она выдала так, как она видит. А кто-то анализировал? Нет, это же сказал Нейджел Пеник. Фрейя Асвин повторила, Меньшикова тоже повторила, но у Меньшиковой, кстати, есть таблица ее исследований. Но она мало чем отличается, у нее нет аргументации, хотя на факультете стихии она вроде бы об этом рассказывает. Я, к сожалению, не посещал ее занятий, наверное, может, к сожалению, не к сожалению, но я не об этом говорю. То есть учитывание энергетики первоэлементов стихий в рунистике обязательно. И нужно знать, где какая энергия сопрягается. А здесь вот вам, пожалуйста, ответ перед вами. Если вы исследуете это дерево, то вы поймете, как энергетика первоэлементов работает. Анализ побочных эффектов и диагностика вариантов. Любой уважающий себя мастер, перед тем, как сбацать формулу, он проверяет ее на побочные эффекты. Он проверяет возможность по руническому дереву, по исследованию, есть свои какие-то приемы, проводит диагностику. Обязательно вариантов работы этой формулы.
И у каждого, поверьте, одна и та же формула будет работать совершенно по-разному, потому что мы все разные. И это надо обязательно делать, анализ побочных эффектов, делать обязательно диагностику вариантов, которые могут быть. Притом диагностику хорошего, как-то так уже и так понятно, оно хорошее. А плохого обязательно надо делать. Следующее. Расстановка рун в формуле, как они могут сработать на человека и ситуацию, практическое моделирование. В данном случае вроде бы берешь набор рун, вот они должны так работать. А меняешь руны местами, и они работают по-другому. Я часто привожу такой примитивный пример. Комбинация руны Хагалас и Иса. Вот маленький пример. Пишем Хагалас и Иса. Ну, во-первых, она запускает процесс вне времени, потому что это четное количество рун. Это отдельная история. Хагалас – очищение с остановкой. Или разрушение с остановкой. Это реанимация. Это человек ломает ногу, ложится и думает. А теперь мы меняем местами Ису и Хагалас. Иса – остановка с разрушением. Или проще с растлением. Это смерть, это руны смерти. То есть можно, поменяв местами руны, человека убить или уложить на койку. Вот такая вот история. А можно, используя, например, Хагалас, Наутис, Иса, можно создать очищение необходимых ситуаций. И не просто очищение, а с их остановкой. Вставляем только посередине одну руну Наутис. Ну, тут я могу еще там часа 4 вам рассказывать, как это все работает. Это все даю я на курсах. Программа моделей, на каком энергоцентре происходит сработка. Я не знаю, знаете вы или нет, но любая руническая формула, она создает определенный аспект возбуждения энергоцентра, а энергоцентр, соответственно, создает и определенную энергетику поля, за которое он отвечает. То есть, например, если ментальный энергоцентр, он отвечает за ментальное поле. Если энергоцентр плохо работает, значит тонкое поле ментала ослаблено, оно не подпитано энергетикой. И определенные формулы, они прописываются на определенные энергоцентры. Можно прописать на все энергоцентры, но это будет формула более емкая, более тяжелая эта формула будет. И она будет затрачивать много энергии. Поэтому всегда определенная формула или вязь, она прописывает определенный энергоцентр. Почему нельзя, например, амулет сделать или руническую формулу, вязь сделать на все случаи жизни? Ну как можно сделать на все случаи жизни? Или ты ее всю жизнь будешь активировать, или на все случаи жизни, это, ну, какие кармические жизни, воплощение жизни, ну, это не работает так. Программа создается на определенном энергоцентре, моделируя определенное энергополе. А то, что все взаимосвязано, и что модель формулы на одном энергоцентре, моделируя определенное энергополе, влияет на все остальные, вот это уже и есть биоэнергетика, это уже есть понимание. Ну и состояние ситуации, сила закладки программы, а также анализ ситуации, времени факториала. Факториалом я называю время. Есть импульсное время четырехмерного пространства, есть абсолютное время пятимерного пространства, есть наше линейное время, есть факториалы антипространства и так далее. Тут я вообще вас могу сейчас запутать и забить вам поверхностной информацией, я не хотел бы. Но вот эти состояния, ситуации, силы закладки самой программы, их обязательно нужно анализировать еще относительно факториала времени. То есть факториал срабатывания, через какое время оно срабатывает. Потому что есть закон равновесия. То есть когда мы запускаем определенный забор энергии, эта энергия работает на ситуацию, то потом обязательно должен быть идти обратный процесс возврата. Чтобы этого обратного процесса возврата нету, нужно зациклить программу на постоянную подпитку энергетики. И это все нужно продумать в формуле. Это программирование, только руническое. И вот эти все вещи нужно проделывать. Поэтому большинство форм, множестве формул, ставов и тому подобное, они не работают. Они не запускаются.
Вот 7 основных причин. Хотя этих причин можно найти, я в свое время перепросмотрел эти формулы, и когда я их анализировал, просто для себя, для познания, для того, чтобы понимать. Я, знаете, я ужаснулся, чем полон. То есть есть откровенные формулы, где делается обыкновенный сброс отката. То есть маг сбрасывает свой откат. И там пишут наивные барышни: благодарю. За что ты благодаришь? Маг на тебя откат сбросил свой. А ты его благодаришь за этот откат. А почему? Потому что вверху написано формула на удачу. Вот такая вот ерунда получается. Ну, знаете, энергетика — это магия или целительство. Я просто вам процитирую моего любимого Кроули. Притом Кроули мне нравится, потому что он магию именно изучал, он практик магии. То, что ему там приписали, что он там кто-то там какой-то сатанист, это, знаете, ну, значит, он правильные вещи делал, поэтому ему приписали. Я даже догадываюсь, кто ему приписал. Магия есть наука о том, как понять себя и свое состояние. Магия есть искусство претворения данного понимания в действие. То есть магия — это наука, чтобы понять себя и свое состояние в первую очередь. И магия — это искусство претворения данного понимания в действие. Все. Все о магии написано в 2 строчках. Браво. Каждый человек должен сделать магию лейтмотивом своей жизни. Он должен изучить его законы и жить в соответствии с ними. Почему? Потому что это меняет человека от понятия животного к понятию истинного слова «человек». Потому что человек, который не меняет свой духовное состояние, свой духовный уровень, он просто машина, как говорил Гурджиев. Вернее, Успенский, извините. Ну, Гурджиев тоже говорил. Биоробот, потребляющий оттуда и выдающий фекалии из другой части. Ну, чем не биоробот? У нас нет никаких причин отказаться изучать магию, применять ее и наслаждаться ею, ибо это такая же наука, как биология, такое же искусство, как культура, такой же спорт, как альпинизм. Без комментариев. В заключение можно добавить, что самым лучшим руководством в данном случае служат естественные артистические способности, которыми вы владеете, ибо всякое искусство есть магия. Сущность магии достаточно проста для любого сознания, она имеет много общего с государственным управлением. Теория ее сложна и практически путь тернист, но цель проста – достигнуть процветания. Вот что дает магия. Каждый человек должен применять магию всякий раз, когда он действует или даже думает, ибо мысль его – внутреннее действие, влияние которого распространяется на поступки, пусть даже и несовершенные в настоящий момент. На дворе 18-й год 21 века. Человек в начале 20, ну почти в начале 20 века говорил о тех вещах, которые мы по сути сейчас через науку получаем доказательства. 5 ошибочных мнений относительно биоэнергетики. 20:39. Я должен успеть ложиться в регламент. Энергетика исцеляет физическое тело. Самая большая иллюзия, которую соотносят к биоэнергетике. Потому что исцеление физического тела, как правило, это следствие. Это следствие. То есть физическое тело без исцеления тонких полей невозможно. Можно только прибегнуть к услугам медицины, а медицина — это услуга, которую сделали обязательной. Что-то отрезать, что болит. И все. Не болит, значит здоров. Ну, ногу там, руку. Ну, здоров, но без руки, без ноги. А почему нога загнила? Или почему на войне ногу оторвала? Вот на это отвечает биоэнергетика. В первую очередь. Почему человек не дружит с головой, тоже отвечает, почему биоэнергетика.
Биоэнергетика может лечить любые болезни. Не может она лечить любые болезни. Почему? Потому что есть болезни, которые могут передаваться по роду. Но вот род напаскудил в жизни, и его прокляли до 7-го колена. И ты 7-й в роду, который должен переболеть этой болезнью. Или есть, например, болезнь такая, как псориаз. А вы знаете, что псориаз – это болезнь кармическая. Это человека, которого сжигали на кострах, или он был сожжен в прошлом воплощении, болеет псориазом. Или, например, человек, который боится воды, его утопили. Ну, например. Или водянка. Это, ну, часто болеют, очень часто ведьмы, у которых от соприкосновения с водой вздуваются руки, называют водянка. Притом аллергия страшнейшая, ничем не лечится. Да ведьму утопили-то, и она вздулась, как водянка, и раскладывалась очень долго и нудно. И таких примеров можно. Поэтому биоэнергетика – это ложь, что она может вылечить любые болезни. Например, может ли она вылечить рак? Может. Но в первую очередь рак лечится в голове, потому что это не принятие себя или отвержение другого человека, не любовь к другому человеку тоже может вызвать рак. Например, женщины, которые выставляют свою грудь на показ, подвержены болезни рака намного больше. Почему? Потому что мужчина посмотрел на грудь, слюнка закапала, мысли проявились, энергетический удар по молочным железам. Что происходит с человеком, женщиной? Неудовлетворенная энергия, заблокированная энергия мужчины не реализована. Она ударила по груди, заболела, идут к маммологу, отрезают грудь. Финиш. Финита ля комедия. И здесь не надо говорить о каком-то христианском целомудрии. Это чистая биоэнергетика. Может ли вылечить в таком случае рак? Может в таком случае, если он уже не перешел в 4-ю стадию, где может только вмешаться услуги медицины. А если на начальном этапе, то это можно сделать. Почему это можно сделать? Потому что нужно очистить. А очищение – это не что иное, как осознание. Как только человек осознал, он очистился. Все, он пережег своим вниманием, осознав, почему у него это происходит. Все, вылечился от рака, ничего нету, ушли опухоли. Врачи в шоке, это чудо. Ага, сейчас, боженька помог. Энергетика – это дар человека, и он должен. Ну, во-первых, никто никому ничего не должен. Ни один человек никому ничего не должен, не проявив свою волю. Поэтому, если у тебя дар, ты никому ничего не должен. У тебя есть свои мотивы. Почему я передаю свои знания? Потому что я хочу получить новые знания. И я свои знания бесплатно передавать не буду. Я что-то даю бесплатно для того, чтобы закрыть цикл определенных энергетик, потому что и я что-то получил бесплатно, и я должен что-то отдать. Но есть вещи, которые потом и кровью. Извините, ребята, переводим это все в денежную энергию, и я должен тоже заработать чего-то. Я, в конце концов, знаете, я не праной питаюсь, я ем мясо, вот, ну и так далее. Я такой же, как вы, вот. Люблю пивка тяпнуть, тоже есть такое. Нравится мне этот напиток? Ну, у каждого свои слабости. Главное с умом. Дар человека. Энергетик – это дар человека. Ребята, хочу опровергнуть определенную теорию, что дары передаются по роду. Вот бабушка у меня была ведьма, а дедушка чернокнижник. Ну, я точно ведьмак. Полный бред. Без обучения, без постижения знаний это не передается. То есть есть определенный талант, не спорю, по роду передался генетический талант. Но этот талант можно пропить, этот талант можно уничтожить. Если ты не развиваешь этот дар, то этот дар до лампочки. То есть дар нужно развивать, его нужно воспитывать, нужно чувствовать то, что в тебе уже заложено. Если ты это не чувствуешь, сам по себе дар работать не будет. Бабушка, когда умирала, взяла меня за ручку. Это, извините, я иронизирую из своего опыта верентов. Взяла меня за ручку, и у меня открылся дар. Битва экстрасенсов. Добрый вечер, начинаем наше шоу. Вот это называется, ездить по ушам. Дар не открывается. В магии
дар открывается потом и кровью, прилежанием, копанием, исследованием, практическим опытом. Только так откроется твой природный дар, переданный твоей бабушкой-ведьмой и дедушкой-чернокнижником. По-другому не передается. Можно копать в роду сколько угодно. Да, отлично, хороший род, прекрасный род, замечательный род. Но пока ты не начнешь работать над собой, проявлять в себе свое магическое сознание, до лампочки. Энергетика работает с чакрами, аурой и кармой. Ребята, тоже это ошибочное мнение. Биоэнергетик в первую очередь работает с энергией. И ни с чем другим, ни с какими ни чакрами. Руками поводил, там что-то дунул, плюнул. Это не биоэнергетик. Биоэнергетик знает, как работает энергия. И что он делает? Он направляет эту энергетику туда или обратно. Или показывает, где закупорка энергетики. Он способен видеть это. А почему он видит? Потому что он научился этому. Он учился это видеть. Он не работает с чакрами, он не работает с аурой, не работает с кармой. С кармой работает сам человек, с аурой своей работает сам человек, с чакрами работает сам человек. Биоэнергетик работает с энергетикой. Все, финиш. Как хотите, так и понимаете. Естественно, он влияет на это все. Биоэнергетика – это лечение человека руками. Но еще очередное ошибочное мнение. На самом деле, опять же, не руками, а энергией, исходящей из рук. То есть поводил руками, все рассосалось. Чем он поводил? Неоновые энергии, которые из пальцев лучатся, их тоже нужно наработать. Нужно очистить себя, нужно сделать это. Я больше скажу, грамотный биоэнергетик никогда не работает своей энергией. Да, он тратит свою энергию, но никогда не работает своей энергией. Он работает энергией самого человека, обратившегося к нему. Потому что если маг или биоэнергетик начнет работать своей энергией, то год-два такой практики, и нужно искать место на кладбище. В лучшем случае. Если не букет болезней или там хорошего врача. 12 заблуждений относительно рунической магии. Я вам хочу сказать, что этих заблуждений значительно больше. Я взял такие ярко выраженные из своей практики, соприкасаясь с людьми, которые мне рассказывают, что они опытные, очень опытные, не новички в рунистике. И вот такие вот существуют мифы у профессиональных рунологов на просторах интернета. Извините за иронию, никого не хочу обидеть. Может быть, это путь этих людей. Но я хочу хотя бы дать 12 заблуждений в рунистике. Руны может использовать любой человек сам как захочет. Не может он использовать любой человек. Для того, чтобы... забыл в слайде сделать, чтобы оно выбегало поочередно, поэтому полностью все, наверное, так надо. Уже финиш виден. Там уже подарочек. Это последняя тема, которую я буду закругляться. Руны может использовать любой человек сам как захочет. Не может. Если человек раньше в своей жизни не использовал руны, то в этой жизни он может с ними познакомиться. Но использовать любой человек не может. Если человек не находится в касте магов, а только каста магов дает возможность поиска, то есть человек, которого в этой жизни стоит задача познать магию, вот у него есть способность к тому, чтобы познавать. Извините, человеку, которому нужно заниматься политикой или командованием войсками, или быть солдатом, или человеку, которому нужно научиться в банке заниматься ростовщичеством или на бирже продавать акции, ему нехер делать в магии, он должен пройти свою касту. Тот же самый земледелец, если ему нужно привыкнуть, приучиться, это молодая душа, ему нужно привыкнуть к земле, почувствовать, что такое земля, как с ней разговаривать, как заговаривать растения, чтобы они росли, как лечиться растениями, как жить в гармонии с природой, но не дастся ему руны. Не дастся, как бы он ни пробовал, потому что он должен, да, он может пройти за
одно воплощение, касту крестьянина, касту торговца, касту воина и перейти в касту магов. Он может, но это все равно должно быть время. И все равно у него в прошлой жизни это было заложено. У него есть уже опыт, набранный энергетически. Ну, так Меньшикова мне нравится говорит, бытийная масса должна набраться. Бытийная масса это не в плане тело должно быть там объемное, там, как гамбургер, телеса, да, там 200 килограмм. А я имею в виду энергетическое тело должно быть. Только тогда человек способен воспринять эту огненную информацию. Иначе он просто себя спалит нафиг. И все. Руны может изучить любой человек. Ну, использовать еще может и можно попробовать, но если это, допустим, мастер ему подсказал, как это делать, то есть человек, который знает, как это делать, да, может использовать другой человек. Но руны может изучать ли любой человек? Я уже ответил на этот вопрос. То есть я вот так чуть-чуть сумбурно, но смысл понятен. Руны можно использовать даже человеку, исповедующему любую религию. Ребята, в том же самом христианстве написано, что не можете служить двум господам, или одному будете не родить, а другому усердствовать. То есть нельзя быть в христианстве, мусульманстве или там еще в чем-то, или в буддизме, и идти в язычество, в Северный пантеон. Вы уж определитесь, вы или там, или там. То есть рано или поздно становится вопрос, или ты ходишь в церковь православную, бьешь поклоны, ставишь свечки, накладываешь крестное знание и исповедуешь религию, тогда развивайся в этом. Потому что 99% христиан, ну хорошо, 90% христиан не читали свою Библию. Они просто ее не читали. Руны и православная магия не конфликтуют. Конфликтуют, потому что православная магия, она агрессивна. Христианство, оно агрессивно. И любое проявление магии безапелляционно относится к проявлениям сатаны. Поэтому руны сами не конфликтуют. Христианство или православная магия, как ее называют, конфликтует. Она очень агрессивно настроена против рун. Их объединять нельзя. Я видел вообще маразм, на иконе Божьей Матери нарисовали руны. Но мне просто стоит, или это был сброс какой-то откровенный, или откровенно жалко человека. Что с ним будет, одним богам известно. Руны, изменяя название, меняют свой смысл. Ребята, вы можете назвать, например, электрический ток, назвать точило, но он от этого свойства не поменяет. Вы можете назвать определенное, там, допустим, электромагнитное поле, назвать притягуха. Это я уже сейчас просто импровизирую. Но от этого гравитация не изменится. Поэтому вы можете назвать как угодно. Даже можете взять славянские руны и взять, например, Дашт-Бог. Это руна Альгиз в старших эдах. Пожалуйста. Чернобог. Это перевернутая руна Альгиз. Пожалуйста. Но от этого-то смысл не меняется, что в славянских рунах Чернобог, это перевернутый Альгиз, нет защиты богов, ты не под защитой богов, не под покровительством богов, и ты должен засуетиться, почему боги сняли это покровительство, они всегда с обучением снимают. Или, допустим, Дашт-Бог, это покровительство богов, ты можешь призывать богов и получать то, что ты хочешь. Возьмите любую руну, нотр-дамские руны, исландские руны, какие угодно, они все имеют один и тот же смысл. Разница в том, как мы их используем. Все. А начертание или изменяя название, смысл не меняется. Это руническая магия, она остается. В последнее время миф такой ходит. Исландские руны сильнее других рун и так далее. Знаете, что сильно? Сильно то, что неизвестно, особенно для адептов. Вот адептам сказать, исландские сила, футарк так себе. А кто это сказал? Кто это сказал этот бред? Те же самые исландские руны,
Это руны, которые изначально созданные программы исландских рун, точно так же, как другие рунические ряды, они созданы с определенной целью. Но исток-то один. Возьмите старшие футарки, исследуйте армонические, нотр-дамские, немецкие, исследуйте эти руны. Исландские руны исследуйте. Смысл остается один тот же. Просто исландские руны изначально делали для... Это боевые руны. Их наносили на мечи, их наносили воины. Это руны умерщвления, нанесение порчи врагу. Изначально эти руны были созданы для войны. Эти руны не использовались для того, чтобы исцелить скот. Эти руны не использовались для того, чтобы вылечить заболевшего. Эти руны не использовались для того, чтобы поднять дух воина. Не использовались. Они использовались для порчи на врага. Все. Сильнее они имеют свой аспект. Конечно, если у нас куча врагов, придуманных врагов, и мы хотим сделать врагов, или, допустим, сделать приворот врага. Как делался приворот врага, это, может быть, как-нибудь отдельно расскажу. Это когда враг влюблялся и просто не поднимал меч, его можно было зарубить. Вот эту порчу можно нанести на врага, и враг просто станет слабым. Вот для чего исландские руны изначально были созданы хорошим магом. А тут рассказывают, ваш футарк это фигня, вот исландский это сила. Ну, вперед. Используя исландские руны, нужно и самому быть сильным. Сильные энергии, сильный должен быть маг. 8-й миф или заблуждение: руны, нарисованные где угодно, уже могут работать. Ребята, рунические энергии работают только если их запустить. Руны это язык программирования. Если вы их нарисуете, даже назовете по именам, ну, может, что-то будет работать. Особенно вообще вот эта бредятина, которая в голове не укладывается. Это полный человек, безголовый человек, который вот я сейчас нарисую руны у себя на теле, татушку сделаю, и они меня там, ну, все. Ну, друзья, ты просто не знаешь, как работают руны, если ты хочешь сделать татушку себе из рун. Или, например, наносят кельтскую вязь на тело, красивый узорчик такой, особенно на правую или на левую руку. А вы расшифровывали эту кельтскую связь? Вот я спрашиваю людей. А вы знаете, что там зашифровано, какой рунический ряд, для чего он зашифрован? Что он дает? Вот в чем вопрос. Многие не понимают. И не хотят понимать. Просто красиво. На самом деле там зашифровано может все, что угодно. Это могут быть зашифрованы призыв духов. Это могут быть призыв покровителей из темных миров. Это может быть дополнять новую силу. А вот сила, допустим, вот этот вот круг, иногда делают такую вязь на татуировку на руку. На правую или на левую, это тоже имеет значение, кельтскую. И типа, ну все классно. Придает силу. Да, придает силу. Но человек слаб во всем остальном. Например, в войне дает силу, а женщины у него силы нет. Так что туда надо, извините за интимные подробности, татушку сделать, чтобы там сила была. Ну вот, знаете, до маразма народ доходит, особенно татуировать. Это надо изучать, это надо знать, как это делать. Например, большинство кельтских вязей вяжутся на ингус. А что такое ингус? Это результат, это плоды. А результаты, плоды связывают аспекты двух савилью вместе и 4 кена разноповернутых. Это ингус дает проникновение в глубины, дает изменение сознания. А эту вязь полностью делают в виде татушки. Ну и так далее. Это так меня уже понесло. Руны имеют своих духов, и их можно вызвать или активировать. Ребят, ну, чтобы я еще минут 5 не рассказывал о очередном бреде, скажу проще. Руны не имеют духов, это энергия. Это все равно, что, ну, как, я не знаю, не хочу народности обижать, как в анекдоте про Чукчу, когда он над телефоном, телефона Чукча кушать хочет. Это все равно, что стать перед
розеткой и молиться: «О, великий Бог токов и электричества». Но это примерно то же самое. Духи вы можете вызвать только свои, создать программу. Дух – это программа. Это программа. И можно создать программу своим ментальным воображением. Представить, что, о, дух руны Феха выглядит мужиком бородатым. И бородка у него такая, как у Д'Артаньяна. Вау, точно, так вот выглядит дух Феха, да. А я думала, что у него борода, как у бога Тора. Потому что я, когда медитировала на руну Феха, то мне явился дух руны Феха в виде бороды рыжей. Так может, дура, тебе явился Тор? Да нет, духа ж Феха вызывала. Ну вот это, ребята, ну это вот хотите поржать, Задорнов просто, да пребудет он там на небесах, или там любой юморист, он просто обзавидуется. Вот почитать, залезть на эти форумы или залезть где-то в группу и почитать, где они вызывают духи Феха, не понимая смысла. Я попробовал туда влезть, и я понял, ну как-то, ну осторожно, а вы уверены, что это дух? Да, уверен. Я говорю, хорошо, будь уверен. Я ушел. Я увидел просто там, ну, пахнет там белыми халатами и лекарством, притом специализированной больницы. Это из области Наполеонов и тому подобных товарищей. В магии очень часто народ вот так вот свихается, потому что видит духов. Я представляю там рунолог, который видит духов в психбольнице, ему колят эти. Ну, честно говорю, просто вот смешно. Руны надо рисовать правильно и определенным цветом для каждого случая. Ой, это тоже очередное заблуждение, которое вызывает просто такую вот, ну, знаете, не было бы так смешно, если бы не было бы так грустно, потому что руны надо рисовать правильно. Ну как правильно? Вот сверху вниз, и сначала эту палочку, а потом боковые. И что это тебе дает? Ну это дает, тогда руна начинает работать. А так она не работает? Нет, так она не работает. Ну вот здесь вот это даже углубляться в этот бред я не хочу. Или, например, вот руну Феха надо рисовать только зеленым, а Хагалас надо рисовать голубым. А вообще, когда ты богу Одину приносишь жертвы, то руны надо рисовать синим цветом, потому что Один любит синий цвет. А вот если ты приносишь жертвы Хель, то нужно, призываешь на формулу царицу Хель, то нужно рисовать красным. Но, ребята, рисуйте вы каким хотите цветом, это все в вашей голове. В вашей голове. Если вам помогает начертание рун сверху вниз, no problem, это создает определенные ассоциации или видение, но это ритуальная магия. В ритуальной магии артистизм и определенный сценарий, притом многократно повторенный, приветствуется красным, желтым, синим, зеленым, это вы составляете ритуал. А почему этим цветом рисуют? Я, например, использую разные цвета, но я туда вкладываю ментальный образ стихий. То есть я для себя определил, черный цвет – это стихия земли, зеленый цвет – это стихия воздуха, голубой цвет – стихия воды, красный цвет – стихия огня. И когда я рисую руны разным цветом, то я в первую очередь понимаю, что у них преобладает первый элемент определенной стихии. Но я это делаю для себя, чтобы создать образ. Вот здесь, да, я приветствую. Или, допустим, я заговариваю руны на стихию огня и пишу их только красным фломастером. То есть я призываю таким образом определенным цветом стихию. Но это мой образ, это ментальный. Нету правила рисовать так или иначе и определенным цветом. Это заблуждение, это все в голове человека. И когда человек учит своей практике, это практика индивидуальная. Да вы извините меня за такую, может быть, аморальность, но возьмите даже фекалии, нарисуйте руны, и они будут работать фекалиями. Притом очень даже хорошо работать. Руны на камне, на дереве, на коже, на кристаллах работают лучше. То есть на камне это лучше, на дереве это лучше. Руническую энергию запускает не камень, запускает не дерево, запускает не кожа. Руны работают везде одинаково. Запускается человеком.
А то, что разный носитель имеет разный состав, химический состав, изучайте химию. Больше всего углерода находится в чем? В дереве. Если мы хотим работать на основе углеродных каких-то моментов, работайте с деревом. Если вы хотите работать с какими-то кристаллами, работайте с кристаллами. Но помните, что кристаллы, они впитывают информацию. Они не проводят информацию, они впитывают информацию. Точно так же и камни, их называют древними хранителями знаний. Для того, чтобы набор из камня запустить, чтобы он начал работать, нужно каждый день этими камешками играться с утра до вечера, чтобы наполнить их энергией, разогнать, разогреть. Не проще ли взять деревянный набор, с ним поработать 21 день, это примерно период программирования нашего ДНК, период программирования человека, и все, у вас работает набор. Или сразу взять освещенный готовый набор на дереве и сразу с ним начать работать. Это мне еще делать нечего месяц или два на камнях воспитывать носитель. А это инструмент всего-навсего. Ну зачем забивать маленький гвоздик в оконный штапик кувалдой? Для этого есть маленький молоточек. Или, например, стрелять по птице, по зайцу дробью там, мелкой, а потом эту дробь выплевывать, когда его будешь кушать. Или шкурку попортить. Это как выстрел белки в глаз, миф. Я белке могу попасть в глаз. Ну, если охотник выстрелит белке в глаз, то от белки даже шкурка не останется. Это образ, это такое понятие. Поэтому можно на любом носителе наносить, руны будут работать одинаково. Другой вопрос, для какой цели этот инструмент вы будете использовать. Для какой цели? Руны можно начертать просто на земле, они тоже будут работать. Вот и все. Еще один заблуждение, это активация рун не нужна, достаточно о них почитать и все, или там, знать о них. Я уже говорил до этого, это одно из заблуждений, что типа, я почитала, я знаю, но ты не чувствуешь. Я почитал, я знаю, ты не чувствуешь. Ты не чувствуешь, как работает энергия рун, ты не чувствуешь, как она проходит по жилам, как она проходит по твоим телам, как она вибрирует, как она сотрясает тебя всего. А вот это сотрясение создает определенную энергетику вокруг тебя, и у тебя проявляются определенные ситуации, на которые ты реагируешь или не реагируешь. Ну как можно почитать рун? Давайте, это вот знаете, я вспоминаю, вот когда говорят, активация рун не нужна, это все равно, что как в том анекдоте про Василия Ивановича и Петьку. Когда они сели в самолет, а Василий Иванович Петьке говорит, прибор, что прибор? Прибор 100. Что 100, а что прибор? Или второй аналог, когда в технике молодежи напечатали, как управлять самолетом. Взлетели, летят, все, говорит, Василий Иванович, теперь посадить как бы надо. Ты понимаешь, Петька, загвоздка такая, продолжение следует в другом номере. Вот где-то вот так. То есть активация рун это все равно, что взлететь, но не сесть. Вот где-то так. Нужна активация, нужно... Я же не говорю, ребята, что все, вы нигде не сможете активировать руны, только у меня, только первый и последний раз, только уникальное предложение. Все, 3 места осталось, все, спешите, скидка на сегодня. Не, можно это сказать, я был и рад бы сказать, но это бредятина. Почему бредятина? Да потому что ты сам можешь сесть и активировать руны. Но ты должен четко понять то, о чем я говорил перед этим, что вы должны четко понять, что их надо активировать, прочувствовать, их надо переболеть с ними, заработать там иммунитет, выработать эту вакцину получить, может пенделя получить, может быть
ситуацию получить и таким образом прочувствовать. Делай активацию. Обязательно активация. Иначе ты рунами читай сколько угодно. У меня, я уже говорил, у меня опыт людей, которые начитались и знают даже о рунах больше, чем я. Есть люди, которые о рунах знают больше, чем я. Я серьезно говорю. Я могу сказать, Платов так точно больше меня знает, потому что он исследователь рун. Шапошников уникальный экспериментатор с антеннами, со всякими штучками. Ну, просто респект. Но это его путь исследователя. А у меня свой путь исследователя. Да не вопрос, вы можете у кого угодно. Но руны нужно активировать. Руны нужно экспериментально протащить через себя. Поэтому, ну, естественно, я приглашаю вас к себе в группу, я приглашаю к себе на обучение, я открыт к разговору. Но самое важное, что я должен вас попросить, во-первых, у вас должна быть тяга или влечение к обучению. Второе, я не требую, чтобы вы в меня влюблялись, но во всяком случае у вас должно появиться ко мне какое-то доверие, чтобы я действительно мог вам передать. Третье, это ваше желание и готовность дойти до конца. Если этого нету, ребят, можем общаться, все остальное, но этого не будет. Опять же, можете самостоятельно, тоже без проблем. Но у меня есть система, я вас приглашаю к себе на обучение. И напоследок подарочек, он уже 2 раза он уже просился выскочить.